Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэйхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер: данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Тэйхёном и Чонгуком. 10 место. Вигу снова вместе. Некоторые переживают, что Тэйхён с Чонгуком проводят мало времени вместе. Однако на днях у нас появилась новость, что Вигу вместе увидели в японском ресторане-баре в Йонсане. Ор пишет: Вигу посетили японский ресторан в Йонсане. Они сказали, что фотографироваться нельзя, только автографы. Еда была очень вкусной, оба ели, показывая большой палец вверх, и выглядели потрясающе. От таких новостей настроение поднимается до небес. Обожаю истории про такие случайные встречи ребят и фанатов. Еще одно доказательство, что парни проводят время вместе. Просто мы многого не знаем. Мы еще столько всего не видим. Спасибо этому доброму человеку, что поделился с нами. Для нас это так важно. Ребята, я хочу вам сообщить, что на моем канале на Бусти вышел новый обзор на тему: сколько лет было Тэйхёну, когда он влюбился в Чонгука? Интересная теория об этом. Чего боятся и о чем беспокоятся некоторые фанаты в преддверии тура BTS? Давайте обсудим. Ссылка на канал на Бусти будет в описании к видео и в первом закрепленном комментарии. 9 место. Вопрос, на который у нас есть ответ. На новогоднем лайве Тэйхён не был так поражен, что Джин смог поднять Чонгука. Но мы-то с вами помним, что и сам Мишка также когда-то поднимал на руки Чонгука. Своя ноша не тянет. Тэйхён спрашивает: Чонгука, тебя кто-то поднимал? Тебя поднимали когда-нибудь? Чонгук отвечает: поднимать не поднимали. Так, извините, а это что? Как это не поднимали? Вы нас давайте не обманывайте, мы все видели. Какой прелестный момент! Тэйхён обхватил Чонгука за талию и понес как пушинку. Неужели они забыли? В основном Чонгук носит на руках Тэйхёна, а здесь и Тэйхён решил побаловать своего зайчика. Показал своему парню, что он тоже сильный. 8 место. Ради тебя я сделаю все, что угодно. Чонгук настоящий волшебник Тэйхёна. Тэйхёну даже и не нужно ни о чем просить Чонгука. Гуки и сам предлагает свою помощь. Стоит Мишке только заикнуться о своем желании. Тэйхён: эти шипы выглядят небезопасными. Чонгук спрашивает: хочешь, я их сниму? Тэйхён даже не просил об этом Чонгука. Раз любимый сказал, что шипы выглядят опасными, значит, я их должен убрать. Это так мило, так мужественно. В очередной раз подтверждает, какой Чонгук заботливый и внимательный. Сам предлагает свою помощь. Ради Тэйхёна он готов звезду с неба достать, а не только какие-то там колючки убрать. 7 место. Джин и Вигу. У каждого своя история. Даже если Чонгука и Тэйхёна поставить в разные углы комнаты, даже если они будут друг от друга в десятках метров, они все равно будут на одной волне, ловить искры друг друга. Никакое расстояние для них не помеха. Пока эта влюбленная парочка любуется друг другом и флиртует, Джин развлекается как может.
В любой непонятной ситуации будь джином. Хотя ситуация понятная, конечно. Участники уже привыкли к этим двоим романтикам. 6 место. Безоговорочная поддержка Чонгука. Если Тэхён снова захочет сняться в фильме «Дорами», то его будут поддерживать не только ARMY, но и преданный любящий Чонгуки. Чонгук, мне внезапно захотелось посмотреть Хвараны. Я хочу посмотреть на игру Вихёна. Почему мне вдруг вспомнились Хвараны? Пожалуйста, подарите много любви Дорами, не пропустите это зрелище. Да, действительно, почему Чонгук неожиданно решил вспомнить про дораму, в которой снимался Тэхён? Ответ очевидный. Он просто обожает своего Мишку и готов всегда при любых обстоятельствах поддерживать его. Это было так трогательно и неожиданно, что в этот момент он решил поговорить об актерской деятельности Тэхёна. И мне пришел на ум еще один момент с подобным смыслом, только уже о внимании и заботе со стороны Тэхёна. Тэхён, привет, я Ви. Сегодня день рождения у Чонгука, поэтому, пожалуйста, уделите ему все свое внимание. Спасибо. Тэхён был на мероприятии и мог бы не делать этого, а сказать что-то о себе. Но ему было важно, чтобы в день рождения Чонгука все внимание ARMY было у именинника. Такие они, конечно, заботливые котики. Вот как их можно не любить? 5 место. Влюбленные. Не знаю, сколько моментов, где Вигу смотрят друг на друга влюбленными глазами, мы уже видели. Кажется, их так много, что уже невозможно сосчитать. Но мы не пытаемся, мы просто любуемся и наслаждаемся. То, на что можно смотреть вечно. Сколько любви и тепла в этих взглядах. Интересно, каково это ощущать настолько влюбленный взгляд на себе? У меня такого никогда не было. 4 место. Ты был единственным, кто признал меня. Вигу словами из песни дают нам понять, как надо любить. Чонгук, я мог бы все исправить, я смог бы держать себя крепче на этом долгом пути. О, ты свет! Тэхён, я тот, кого не приглашали, тот, кого не приняли, но ты был единственным, кто признал меня. То, как Тэхён подошел к Чонгуку в этот момент и обнял, и как Чонгук на него смотрел, какие же они очевидные, рассказывают о своей любви с помощью песен. 3 место. Что ждет Чонгука в будущем? Момент, где Чонгук через программу смотрел, как будет выглядеть повзрослевший Тэхёне. И кажется, что взрослый Тэхён ему очень даже понравился. Можно назвать этот момент, на что рассчитывать Чонгуку. Уверена, что Тэхён даже дедушкой будет красавцем. Чонгуку повезло, бояться нечего. 2 место. Маленькая разница между Тэхёном и Чонгуком. Просто посмотрите на неукротимого хищника Чонгука и милого пушистого медвежонка. Боевая машина Чонгуки. И Тэхёни, который балуется. Наш дружелюбный Мишка такой милашка. Зачем ему этот бокс? Он посмотрел на Чонгука и подумал, в нашей паре уже имеется тот, кто постоит и за себя, и за меня. 1 место. Чонгук, который охраняет сон Тэхёна.
Есть такие моменты, которые не сразу бросаются в глаза, а потом ты их пересматриваешь и случайно замечаешь самые милые вещи на свете. Чонгук просто стоит возле Тэйхёна, но на самом деле он загораживает своим телом солнечный свет. Это такой трогательный поступок, у меня нет слов. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!